Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании. И в этом видео я начну делать вот такую вот сумочку. Мини-сумочку торбу крючком с жаккардовым узором. Конкретно именно в этом видео я научу вас вязать вот такое донышко. Здесь тоже в донышке лежит жаккард. И если вам кажется, что это как-то очень сложно, что непонятно, как рисовать схему, как делать прибавки, размещать прибавки между нитями разного цвета, то я вам сразу скажу, мы будем делать без схем, будем делать по наитию, по чутью, и у каждой из вас получится, скорее всего, свой узор, совершенно неповторимый, совершенно не похожий на мой, какой-то совершенно другой свой, потому что именно донышко для этой сумки я вязала без схем. Просто придумывала по ходу вязания, как менять цвета, и у меня получился вот такой вот узор. Также здесь я вам покажу, как переплетать эти нити, как ввязывать нити в ряд для того, чтобы получилась вот такая вот довольно аккуратная изнанка, в которой нет вот этих вот протяжек. То есть жаккард здесь будет без протяжек. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео тоже. Для вязания мне потребуется один целый моток, это вот будет голубая пряжа, и остатки здесь, наверное, половина оранжевого мотка. Это у меня карамель, пряжа от пряжи Центр. Все ссылки и промокоды будут внизу под видео. Крючок для этой пряжи я беру 3 миллиметра. Начинаю вязать этот круг с магической петли, но магическую петлю я сделаю в 2 витка, так как у меня это жаккард в 2 цвета, а внутри жаккарда всегда проходит одна нитка внутри. Для того, чтобы сохранить вот эту плотность и высоту столбика в начальных рядах, где у меня еще идет вязание в один цвет, я сделаю вот такой прием. Вставляю крючок в кольцо, вывожу рабочую нитку, получается одна петля на крючке, и провязываю ее воздушной петлей. Эта петля будет играть роль первого подъемного столбика. Добавляю еще 5 столбиков без накида в кольцо. И вот у меня получается первая подъемная и дальше 5 столбиков. Дальше это колечко нужно затянуть. Затягиваю один виток, затягиваю второй виток, снова затягиваю один и затягиваю второй. Смыкаю ряд с помощью узелкового метода, да? Вставляю крючок под первую горизонтальную, вывожу петлю на изнанку и накидываю петлю на изделие. Итак, первый ряд у меня готов. Дальше я сделаю второй ряд. У меня как бы в первой сумке второй ряд тоже еще идет без узора, без добавления следующей нити, поэтому здесь буду вязать просто по принципу идеального круга. Добавлю точно так же в ряд, вложу ниточку, чтобы он был по высоте равен остальным рядам. Итак, как это делается? Вкалываю крючок в раскол, нитку ввязываю в ряд, подхватываю рабочую нить, вывожу, делаю воздушную петлю. В эту же точку опять в раскол добавляю второй столбик без накида. Здесь в каждую точку должно быть по 2 столбика, да? Принцип идеального круга. То есть в следующую точку снова вкалываю в раскол, слежу за изнанкой, чтобы крючок опять вышел в раскол. И делаю столбик без накида. В эту же точку вторая петля. В этом ряду всего будет 12 петель. Первую подъемную петлю я тоже считаю во всех
рядах за петлю. То есть итого, включая первую подъемную, будет 12. Вяжу так до конца этого ряда. Последняя точка. Так, здесь вот так, наверное, надо. Нет. Раз. И 2. Здесь можно пересчитать петли, убедиться в том, что их 12. И дальше снова делаю смыкание ряда с помощью узелкового метода. Точно так же, как и в предыдущем ряду. Все. Итак, первые 2 ряда идеального круга готовы. Дальше начнется узор жаккардовый. И дальше я буду просто вязать не по схеме. Я буду вязать так, как мне хочется. Допустим, начинаю следующим образом. Вот я начну снова оранжевой ниткой. Третий ряд вяжется 1 петля, 2 петли в одну точку. Повторяем 6 раз. Да, принцип идеального круга. Делаю 1 петлю оранжевой ниткой, а дальше я буду делать 2 петли, ну вот мне так захотелось, голубой ниткой. В следующую точку вкалываю крючок. Так, здесь не забываю, что нить, которая не работает, она должна ввязываться в ряд, иначе будет некрасиво. То есть вот оранжевая нитка у меня вышла из работы, и я ее вкладываю в ряд. И делаю 1. И дальше делаю 2. Здесь у второго столбика я шапочку сделаю оранжевой ниткой, потому что, видите, эта шапочка, когда я ее провязываю, она становится уже частью следующего столбика. И будет не очень красиво, если здесь закончится вот так вот горизонтально синей петлей. Да? Поэтому, как бы, когда идет смена цвета, то шапочку делаем у петли следующим цветом. Так будет просто красивее. И чередую так до конца ряда. Оранжевый столбик, опять ножку оранжевой делаю, шапочку синий. И 2 синих в одну точку. Здесь первый синий шапочку провязываем синим, потому что за ним идет синяя петля, а следующий синий провязываем ножку синим, шапочку оранжевым, потому что следом идет оранжевая петля. Нерабочую нить, которая выходит из вязания, каждый раз, видите, я вкладываю в ряд. Вот она идет внутри. Теперь будет оранжевая нитка внутри. Так повторяю тоже 6 раз. Число петель в третьем ряду будет 18. Слежу за изнанкой, чтобы здесь все тоже вышло в раскол. Нитки начинают путаться. Это самый неприятный момент вязания жаккарда. 1, 2. Раз. Снова. 1. Можно еще подтягивать нить, которая идет внутри, чтобы она не волнилась. 2. Раз. Так. Раз. 2. Заканчиваю шапочку оранжевой ниткой и снова смыкаю ряд
методом бесшовного вязания хвостиком. Вот вкалываю крючок под первую горизонтальную петлю, видите, она контрастного цвета, вывожу вот эту петлю, и здесь, чтобы не запутаться во всех нитях, которые у меня идут, я, наверное, сделаю следующим образом. И перед тем, как затянуть этот узел, потому что смыкать я буду все равно так, нужно нитки распутать. Они перевиваются в процессе вязки. Делаю вот такое простое движение. Да. Хвостик вообще уже не нужен. Вот, и у меня получается, вот он. Вот она. Вот получается петля, и вот ее нить. И вот эту петлю накидываю на свой клубочек. В принципе, можно использовать любое бесшовное соединение, какое вам нравится, которое вам позволит не запутать все эти нити. И снова затягиваю эту петлю. Вот так. И вот уже готов третий ряд, уже готов какой-то узорчик. Начинаю четвертый ряд. Вяжу я абсолютно, так сказать, по велению души. И я буду делать четвертый ряд следующим образом. Над оранжевой петлей хочу сделать оранжевую, а над голубыми петлями буду делать голубые петли. Но в то же время мне нужно сделать снова в этом раппорте одну прибавку, и она придется на голубые петли, потому что 2 оранжевых петли я вот здесь не хочу. Начну вязание опять с голубой нитки. Кажется, что логичнее здесь начать именно с голубой нити. Ну, допустим, вот с этого мотива, со следующего. Вкалываю крючок в голубую нитку, в голубую петлю, оранжевую нить ввязываю в ряд. И здесь делаю так. Подъемная петля. В следующую точку я сделаю 2 петли. Раз, два. У второй петли шапочку провяжу другим цветом, потому что здесь пойдет оранжевая петля. Теперь вяжу оранжевой ниткой, а синюю вкладываю в ряд. Раз. И шапочку провязываю голубой. Снова 3 голубых петли. Раз. В следующую точку 2. Раз. 2. И у второй меняю цвет шапочки. И снова 1 оранжевая. Раз. И снова 3 голубых. Раз. Раз. 2. И у шапочки меняю цвет. И 1 оранжевая. Меняю цвет. И снова 3 голубых. Оранжевую вкладываю в ряд. Раз. 2. 3. 1 оранжевая. 3 голубых. Раз. 2. 3. 1 оранжевая. 3 голубых. Раз. 2. 3. И последняя оранжевая. Оранжевая над оранжевой, да? И шапочку делаю у нее голубой, потому что за ней идут голубые петли. Дальше снова, так как в процессе вязания ряда нити перевиваются, это особенность жаккарда, я их раскручиваю, вывожу голубую петлю, она была последней, вкалываю под первую горизонтальную, увожу петлю на изнанку и здесь вставляю голубой моток в голубую петлю для смыкания ряда. Затягиваю.
Вот так получается у меня уже 4-й ряд. 5-й ряд. Здесь дальше снова нужно придумать какой-то мотив. Ну, допустим, давайте делать так. Вот над оранжевой снова пойдет оранжевая, а вот здесь вот в центре над голубой сделаем 2 голубых, вот над центральной голубой. Прибавка каждый раз нужна. Но здесь, видите, очень легко увидеть сектора, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 секторов, и очень легко ориентироваться, куда нужно делать прибавку. То есть, как я предлагаю, делаем оранжевую, голубую, 2 оранжевых вот сюда, то есть прибавку, голубую. И повторяем 6 раз. Начинаем этот ряд с оранжевой. Делаю воздушную петлю оранжевой ниткой, шапочку у нее провязываю голубой, подтягиваю. Дальше в следующую точку голубая петля, шапочку у нее провязываю оранжевой ниткой. И дальше делаю 2 петли в одну точку, 2 оранжевых петли в одну точку. Раз и 2. Здесь опять шапочку провязываю следующим цветом, голубая петля, и начинается новый раппорт. То же самое. Оранжевая петля, шапочку меняю, голубая петля, шапочку меняю, 2 оранжевых, раз, 2, шапочку меняю, снова 1 голубая, и снова начинается этот же раппорт. Ну, я думаю, здесь все видно, здесь все понятно, еще повторить 4 раза. Последняя петля у меня в этом ряду вышла оранжевая, ее немножко вытаскиваю, дальше снова раскручиваю круг, завожу под первую горизонтальную, так, увожу наизнанку и, как всегда, вставляю в эту петлю, в последнюю рабочую петлю, моток, клубок ее же цвета, не противоположного. Так, и затягиваю. Так, и так. И это был 5-й ряд, получается. 5-й ряд на этом закончен. Дальше начну делать 6-й ряд. Ну и давайте начну его опять вот в эту точку. Буду делать так. 1 голубая, 3 оранжевых, 1 голубая, 1 оранжевая. На оранжевые петли в серединке вот этого лепестка придется прибавка. Делаю 1 голубая, дальше 2 петли в одну точку, это 2 оранжевых петли, раз, и в эту же точку, в раскол, 2, и в следующую точку опять оранжевая. Шапочку провязываю голубой. Теперь опять голубая, шапочку провязываю оранжевой, и опять оранжевая, шапочку провязываю голубой. Опять голубая, шапочку вяжу оранжевой, 2 оранжевых в одну точку, раз, и в эту же точку 2, и 3 оранжевая, шапочку вяжу голубой, следующая петля голубая, шапочку вяжу оранжевой, и заканчиваю 2-й раппорт, оранжевая петля, шапочку вяжу голубой. 2 раппорта я сделала, сделать нужно еще 4 точно таких же раппорта. Последняя петля голубая, снова вытаскиваю ее побольше, завожу крючок под первую горизонтальную, увожу рабочую петлю наизнанку и вставляю в нее клубок своего цвета. Так, и затягиваю эту петлю. В нитках не запутаться. Затягиваю петлю раз, затягиваю петлю 2.
Это был 6-й ряд, получается, да? Теперь 7-й ряд. Смотрите, как здесь как бы я когда вяжу, я здесь в основном фантазирую. Как мне дальше развивать вот этот вот узор? Делаю точно так же. Продолжаю вот эти вот голубые линии. Здесь оставляю оранжевые линии, оранжевый участок. И здесь продолжаю оранжевые линии. Соответственно, начну следующим образом. Начинаю с одной воздушной петли оранжевого цвета. Шапку у нее делаю голубую. Дальше голубая петля. Шапочку у нее делаю оранжевую. Дальше вот этот вот участок из оранжевых петель. Здесь я сделаю 2 оранжевых по одной. И в последнюю точку 2 в одну. Да, чтобы получить 4 оранжевых петли. Раз. 2. И в последнюю точку 2. 3. И 4 в эту же точку, да, и меняю цвет. Снова 1 голубая, цвет меняю, 1 оранжевая, цвет снова меняю, 1 голубая, меняю цвет, 4 оранжевых. Здесь нужно еще всегда в уме держать правила идеального круга и стараться делать прибавки так, чтобы они не приходились на прибавки предыдущего ряда. Поэтому если мы сделали прибавки вот 2 прибавочки в предыдущем ряду, то в этом делаю в другую точку, благо и цвет здесь сходится, и конструкция позволяет, да? И 1 голубая. Снова 2 раппорта я связала, вот, остается еще 4. Сделайте их самостоятельно. Это был 7-й ряд, дальше будет 8-й ряд. Снова выбираем точку, куда будем делать прибавку. Я хочу вот здесь вот в центре сделать такое синенькое пятнышко, поэтому делаю следующим образом. Начинаю этот ряд воздушная петля синей ниткой, шапочка оранжевой. Дальше вяжу 1 оранжевая, 2 оранжевая, меняю цвет на голубой. И в эту же точку я делаю голубую петлю. Она же будет прибавкой в этом раппорте. Снова меняю цвет. Делаю дальше снова 2 оранжевых. 1, 2. Меняю цвет. Делаю 1 голубую. Меняю цвет. И делаю 1 оранжевую. И снова меняю цвет. Это был раппорт в 8-м ряду. Давайте еще раз. 1 голубая, меняю цвет, 2 оранжевых. 1. Меняю цвет, в эту же точку делаю 1 голубую, меняю цвет, дальше 2 оранжевых. 1, 2. Меняю цвет. 1 голубая. Здесь уже нити у меня совсем перепутались. Меняю цвет. И 1 оранжевая. И снова меняю цвет. Вот 2 раппорта этого ряда. Нужно еще 4 раппорта. 8-й ряд готов. И дальше будет 9-й ряд. И в 9-м ряду я хочу сделать прибавку вот сюда. То есть буду делать 2 синих петли в центре вот этого цветочка. Ну, начинаю снова с оранжевой ниткой. Делаю воздушную петлю оранжевой ниткой. Шапочку у нее вяжу голубой. Дальше голубая. Дальше снова цвет меняю. Вяжу оранжевой. 2 петли, да? 1. И в следующую точку снова 2. Так как мне все-таки нужно вывязывать узор, то, видите, не всегда этот принцип идеального круга, не делать прибавки над прибавками идеального ряда, не всегда получается его над прибавками предыдущего ряда, не всегда получается соблюсти этот принцип, да, и ради узора приходится иногда с ним поступиться.
Так, раз. Меняю цвет опять. Снова голубая петля. Снова цвет меняю. Здесь всегда ввязываю ряд, видите? Нет здесь никаких перетяжек на изнанке. Всегда та петля, которая уходит, та нить, которая уходит из работы, она идет всегда внутри. Исключений не бывает. Это позволит сделать более-менее аккуратную изнанку и даже не вязать или не шить никаких подкладок в такую мини-сумочку. Если, допустим, вы задумали сделать мини-сумочку. Так, вот сюда. Нитки путаются. Неправильно здесь сделала. Здесь 2 голубых, цвет меняю на второй. Вот получается. И снова 2 оранжевых. Раз, два. Цвет всегда меняется на последней петле из участка. Это хорошо видно. Так, и голубая. И дальше заново начинается этот раппорт. 2 раппорта связала, еще 4 раппорта. Теперь 10-й ряд. Давайте будем вязать его следующим образом. Снова начну голубой ниткой. Делаю 1 петлю голубой. Дальше делаю столбик голубой и меняю цвет. А дальше будет просто участок из оранжевых петель, да? Сделаю 1 оранжевую, дальше прибавка, то есть 2 оранжевых в 1 точку, раз, и еще 1 оранжевая сюда же, 2, еще 1 оранжевая и еще 1 оранжевая. И снова меняю цвет на голубой. 2 голубых, раз, и меняю цвет на оранжевый. 1 оранжевая. Получается вот такой вот лепесточек. И снова 2 голубых, раз, вторая, меняю цвет, участок из оранжевых, раз, сюда делаю прибавку, раз, 2, еще 1 оранжевая и еще 1 оранжевая. Так. Дальше 2 голубых, раз, раз, меняю цвет, и второй раппорт заканчивается оранжевой петлей. Вот таких вот я сделала 2 раппорта, еще нужно 4. Теперь 11 ряд, и я хочу сделать прибавку вот в эту вот оранжевую колонку, то есть сюда буду делать 2 оранжевых. Прям с этого и начну. Делаю раз, в эту же точку делаю 2, дальше еще 1 оранжевую петлю сделаю, дальше меняю цвет на синий и вяжу участок синими петлями. Прибавку я уже сделала здесь, поэтому просто вяжу по 1 синей петле в каждую точку. Раз, 2, 3, 4. Так, за изнанкой слежу, естественно. 5, 6, 7 тоже синяя, и дальше меняю цвет. Опять начинаю делать оранжевая, 2 оранжевых в 1 точку, раз, 2, так, еще 1 оранжевая,
И снова меняю цвет, и снова получается 7 синих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмая синяя меняю цвет и делаю оранжевый. Вот получается, что я сделала 2 раппорта, и снова остается доделать еще 4 раппорта в 11 ряду. Дальше 12 ряд. Здесь буду делать прибавку вот на этом участке, где-нибудь вот в этой точке. Ну, а цветовую схему придумаю такую. Начну с одной голубой во вторую петлю от прибавки предыдущего ряда. Это будет подъемная петля. Шапочку у нее вяжу оранжевой. И дальше вяжу оранжевые. Раз, два, три, четыре. В центральную вот в эту петлю делаю прибавку. Раз, два. И дальше опять вяжу оранжевыми. Раз, два, три, четыре. Здесь происходит смена цвета. Дальше 2 петли синего цвета. Раз, два. Снова меняю цвет и повторяю все то же самое еще разочек. 4 оранжевых. Раз, два, три, 4. Прибавка. Раз, два. И снова 4 оранжевых. Меняю цвет и заканчиваю раппорт одной синей. Вот опять я связала 2 раппорта, нужно еще 4. Дальше 13 ряд, и его я хочу сделать просто голубым. Итак, начну вот в эту точку, прибавку буду делать в конце раппорта. Вяжу раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот сюда сделаю прибавку. 11, 12 и еще одна петля, 13 для завершения раппорта. Ну и повторяю это снова и снова по кругу. 14 ряд, и раппорт здесь будет следующим. 2 оранжевых, начинаю с оранжевой, раз, два, меняю цвет. Дальше 2 синих, сделаю их следующим образом. Раз, два, меняю цвет, опять 2 оранжевых. Раз, два, меняю цвет. Здесь сделаю в одну точку 2 синих. Раз, это будет прибавка. 2,
Опять 2 оранжевых. 1, 2. Опять меняю цвет. 2 синих. 1, 2. 2 оранжевых. 1, 2. Меняю опять цвет. И вот получается раппорт в 14 ряду. Да, все правильно. Чередую таким образом. Дальше будет 2 синих, 2 оранжевых, и прибавка будет снова над центром лепестка, только здесь она будет уже оранжевого цвета. Здесь, видите, прибавка будет менять свой цвет, если каждый раз ее делать в одной и той же точке. Следующий ряд 15, и его я буду делать просто синим цветом. Начинаю с прибавки. 1, в эту же точку, 2, и дальше 13 синих петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Повторяю так еще 5 раз. Следующий ряд 16. Здесь буду просто чередовать. 1 оранжевая, за ней идет синяя, то есть сразу идет смена цвета. 1 синяя, да, 1 оранжевая, 1 синяя. И прибавку сделаю где-нибудь вот здесь. Так, оранжевая. И в эту же точку делаю синюю, да. Вот, и продолжаю так вязать до конца ряда. Каждый раз делаю прибавку вот в этой вот точке. Сделаю еще 17 ряд. Здесь будет просто ряд из оранжевых петель. И начну его сразу с прибавки. 1, 2. И дальше 15 оранжевых петель. Когда я вяжу целый ряд одного цвета, здесь я не ввязываю в ряд пряжу. Вроде бы и так смотрится неплохо. В общем, повторяю этот раппорт. Прибавка 15 одиночных петель 6 раз. И на этом мой круг будет закончен. На этом круг мой закончен. Здесь 17 рядов в круге и 42 петли по периметру. Можно продолжать вязать его дальше. Мне просто нужен круг именно такого размера на небольшую сумочку. Вот такую небольшую сумочку я вязала в предыдущий раз. Здесь тоже был оранжевый этот цвет, немножко другой сине-зеленый. У нее немножко другой рисунок на донышке, но здесь в основании точно так же 17 рядов. И мне этот размер подходит. В следующем видео мы продолжим вязать стеночки и сделаем переход на вот этот вот другой узор. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.